Друзья, всем привет, на связи, на канале, где мы общаемся на тему моноколес электротранспорта. Сегодня развлекательный такой контент, он не будет длинным, потому что нету тут как бы особого какого-то смысла размусоливать, разжевывать и разбирать. Просто посмотрим пятерку, может шестерку видеороликов, как обычно, посвященные почти все электросамокатчикам. Хотите, дайте фидбэк по какому-нибудь из этих видосов. Не хотите, просто поставьте, прожмите палец вверх. Подпишитесь, потому что я удивлен, если вас интересует тема моноколес электротранспорта, а вы до сих пор не подписаны на канал. Погнали! Я видел много в YouTube видосов, когда в странах третьего мира, четвертого, пятого, десятого мира туристы едут в автобусе, в микроавтобусе, там в туристической какой-то маршрутке, если так можно назвать, в арендованном автомобиле, и в открытое окно, а чаще всего оно открыто, потому что кондиционеры, дело такое недешевое, они держат, к примеру, мобилу, да, и просто человек в пробке, в тянучке, проходя мимо, у вас выхватывает этот телефон и погнал дальше, вы пока сообразите, пока вылезете, уже он будет там за километр в своих трущобах. Но чтобы на ходу у человека выдергивали электросамокат, это я вижу, честно говоря, впервые. Какой выход в этой ситуации, я даже не знаю. Но вариант первый, наверное, приковывать себя к самокатам, как некоторые делают в Барселоне, приковывая телефон, привязывая телефон к руке, чтобы злоумышленники не вырвали телефон из рук. Вариант второй — встроить, видимо, в самокат какой-то там GPS-датчик, GPS-приемник там или тому подобное. Кстати, в одном из следующих видео есть идея снять, записать и выложить видос про GPS-датчиком, как его так можно назвать, передатчиком, который отслеживает местоположение транспортного средства в мире, в котором, собственно, этот GPS-датчик лежит. Сниму, выложу. Хотите увидеть, подпишитесь. Второй видос касается правил дорожного движения. Небольшая предыстория, пока не начали смотреть это видео. В Киеве за последнее время огромное количество перекрестков переделывают из привычных нам в привычных в Европе. Для того, чтобы принудительно снизить скорость автомобилям, реально делают на въезде в поселки, в села, в небольшие города такие круговые развороты. Я, знаете, даже не знаю, что в этом ролике хуже. Что автомобилист, пусть даже, будучи уверенным в своей правоте, снес самокатчика, или велосипедист, который идет просто в развалочку, как будто он один на дороге, во вселенной, поперек дороги, без пешеходного перехода, просто переходит по прямой. Ну и буквально на пальцах, кто прав, кто виноват. Если мы рассматриваем самокат как велосипед, да, приравниваем его к велосипеду, потому что сейчас мы в такие дебри влезем, транспортное средство, приравниваем ему к велосипеду, которому разрешено двигаться в данном случае только по велодорожке, то велодорожка на круговом движении — это, по сути, ну, можно сказать, как вторая полоса автомобильная. То есть вот для автомобиля есть одна полоса, и есть еще точно такая же одна полоса движения. Соответственно, автомобиль, двигающийся на внутренней полосе, должен как минимум убедиться в безопасности маневра, съезжая с круга, убедиться, что на велополосе, на вот этой дорожке никого нету, а если есть, пропустить и уже только потом съехать. Как минимум велосипедист или в данном случае самокатчик движется в попутном направлении, и поэтому, съезжая, автомобиль, даже если бы это было не на круговом движении, все равно должен пропустить этого самокатчика, а потом уже съезжать. Ну и если откинуть все за, все против, велодорожка, не велодорожка, даже если бы это двигался велосипедист или самокатчик с правого края проезжей части, назовем тогда, то это как минимум помеха справа для автомобилиста. Поэтому целиком и полностью виноват автомобиль.
Следующий ролик, что-то мне подсказывает, что это возможно было на Хэллоуин, но это не точно. Просто ролик формата «А почему бы не воспользоваться арендным болтом?». Переходим к более весомым аргументам движения самокатчиков по проезжей части. Вы знаете, вот мне интересно, вот я только что задумался, пересматривая эти видосы. Многие электросамокатчики вылазят без шлемов, без знаний ПДД, без знаний вообще каких-то норм адекватного поведения, они вылазят на проезжую часть. И по проезжей части, не знаю, как в вашем городе, в Киеве, 50 разрешено, плюс 20 нештрафуемых. То есть, по сути, 69 км в час, даже не 69, а 72, там еще погрешность. 72 км в час любому транспортному средству разрешается ездить по городу. Даже 72 это много. Как показывает практика, многие валят, если позволяет отсутствие пробок и тянучек, многие валят там на все 90, а может быть даже и больше. Так вот, при текущих условиях, когда водители гоняют 70, 80, 90, самокатчики, по сути, немного боятся выходить, электротранспорт, назовем так, объединим, немного боятся выходить на проезжую часть, потому что, если собьют, все-таки скорость большая. А если бы реально автомобилисты соблюдали, как в Европе, все правила дорожного движения, везде были бы камеры, штрафы приходили бы просто вот так вот на ура, и все бы автомобилисты соблюдали скоростной режим, допустим, 50 км в час. Вот для электротранспорта и для электросамокатчиков это было бы мотивацией для того, чтобы с большей вероятностью выбраться на ПЧ, на проезжую часть, потому что меньшая скорость, большая безопасность при этом, меньшая вероятность, что собьют. Или все равно в таком же количестве выбирались? Как думаете? Напишите в комменты. Мотоциклисты, которые рассекают проезжую часть, две полосы по разделительной линии, уже не в тренде. В тренде электросамокатчик. Да ладно бы, если бы по разделительной, но без зеркала, без шлема. А если сзади самосвал, а если сзади какой-то мусоровоз, а если сзади автобус. И я очень сомневаюсь, что справа троллейбус, а слева какой-нибудь КАМАЗ, они бы смогли разминуться, не примяв этого самокатчика. Но вишенка на торте в том, что этот самокатчик едет с ребенком. Я, честно говоря, даже не знаю, как тут комментировать. У каждого своя голова на плечах, безусловно. Но для меня это немного удивительно. Следующее видео немного переплетается с предыдущим. Это тоже разделительная полоса, двойная сплошная между потоками. И это уже не где-то в тянучке, где скорость автомобилей там 5 км в час. Это реально полноценная, можно сказать, трасса. Да? Не автобан, конечно, но трасса. 3 полосы в одну сторону, 3 полоси в другую сторону. Під Києвом на Дарниці на вулиці Будівельників була помічена оригінальна пілотеса, Володіна, Дійка, самокат. Оригінально. Кстати, для полноты картины скажу, что это Киев, это метро Дарница. И справа от нас, или если на видео вы посмотрите, то слева, там полоса общественного транспорта, где знаками, висящими над дорогой, разрешено движение велосипедов. То есть, несмотря на то, что там нету велодорожки, там реально 3-метровая полоса для общественного транспорта, где разрешено двигаться велосипедистам. Плюс к этому скажу, что слева, как мы видим, тротуар, где идут люди, там идеальный тротуар. Как идеальный? На 90% он нормальный для езды на самокате, вполне, без всяких съездов, понижаек, едь себе, да и все. Зачем рисковать? Не знаю. Следующее видео можно назвать, наверное, «Накипело». Накипело, когда человек, несмотря на то, что в принципе ему хватает места для того, чтобы проехать на велосипеде, но вот он борется вот с такими вот хамами, да, лосями на дороге, которые паркуются на пешеходном переходе.
и мешают для прохода, проезда, пролета и тому подобных. Вы скажите мнение в комментах по поводу этого велосипедиста, скорее всего доставщик какой-то, потому что он вроде бы как в шлеме. Что бы вы сделали? Сделали бы, возможно, так же, как и он, или вызвали полицию, или я не знаю, что сделали. Кирпич положить на стекло, кучу наделать ему на багажник. Ну, потому что царапать вот таким образом, ну, как бы, мне кажется, тоже не совсем правильно. И заключительно на сегодня видео, это снова самокатчик, электросамокатчик, это трехполосная дорога с отбойником и скорость. Скорость, судя по спидометру автомобиля, около 105 км в час. Я не знаю, сколько выжимает конкретно тот самокат, который движется впереди машины, может быть он и выжимает 150, но на 101% я уверен, что этот самокатчик тормозит поток. То есть даже тот человек, который сейчас едет 105 км в час за самокатчиком, он рано или поздно съедет вправо, потому что сзади обязательно какой-нибудь торопыга будет моргать ему фарами и попросить отъехать правее, чтобы ему пролететь. Может быть, там какая-то инкассаторская машина, может быть, там мотоциклист 200 плюс будет лететь, может быть, там... Ну, короче, ситуация бывает разная. И в тот момент, когда вот этот вот водила, который снимает видео, отъедет вправо, и мимо него со скоростью умножить на 2 пронесется мотоциклист или другой быстрый автомобиль, то снести этого самокатчика как просто расплюнуть будет. И человек, который будет пролетать в освободившееся окно, потому что этот водила съедет, он даже не успеет на скорости 150 плюс, 160, 170 плюс среагировать на впереди едущего самокатчика. И тут вопрос, конечно, к самим райдерам, что для них важнее: проехаться с ветерком, лететь 105 по левой крайней, или потом собирать в случае чего свои запчасти своего тела по всей дороге. Не знаю, если бы мое колесо ехало, пусть даже 105 км в час, 120 км в час, что-то мне подсказывает, что я бы не выперся на скорости 100 км в час в крайнюю левую полосу проспекта, где есть 4 полосы. 3 плюс общественный транспорт. Друзья, вот такие вот пироги, вот такой вот у нас был экскурс в видео. Если такой формат вам понравился, дайте знать в комментах под видосом, дайте фидбэк. Если он зашел, поставьте палец вверх, не зашел, палец вниз. Подписка, если вам в принципе тема электротранспорта интересна и полезна. До новых встреч, в новых видосах, всем пока.